Бери его. Физлах вам. Веди, флаг бери в свои руки. Вперед. Да, девчонки, поздравляю вас с сегодняшним замечательным днем. Дракон кристаллический, и он у нас непростой, потому что у нас начало новой 20-дневки, и эта 20-дневка начинается с дракона, с магии воды, потому что это наш божественный дом, мы рождены были в воде, и я вам даю сакральные знания, многие отнекиваются сейчас от крещения, открещиваются, но какую они допускают ошибку, потому что мы в мамином животике развиваемся в воде в особом плазменном состоянии, мы рождаемся через поток воды, мамины околоплодные воды, и чтобы не забыть суть нашего дома, быть постоянно в потоках этих энергии, рекомендуется земных детей, которые только родились до 40 дней, конечно, окрестить. Смысл крещения внутренней воды, ибо она сакральная, она таинственная, она божественная. И когда проходит таинство крещения, мы подключаемся в этот божественный дом, в этот потоки воды. И действительно, вода на нашей планете – это смысл жизни. Не забывайте этого. Вода, наша внутренняя вода, должна излучать только божественную радость. Наша внутренняя вода должна записывать только любовь. Нам нельзя категорически говорить кому-то неудачник про себя, какой он дурак, ой, какой он несчастливый, ой, какой он болван, ой, как он там дебилоидный. Вам категорически запрещено не просто проговаривать. Проговариваемое слово в определенном направлении человека, в его внутренняя вода все это читает. И она записывает. И если у человека какие-то комплексы неполноценности, мало любви к самому себе, вы на этого человека начинаете воздействовать. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны в суждениях, в чьей-то критике. Будьте осторожны, категорически нельзя навешивать на определенного человека какие-то ярлыки. Сегодня он такой, завтра его жизнь может поменяться. И когда будет его чистка, все эти программы чьи-то, которые были у человека, возвращаются к его истоку. Поэтому будьте осторожны. Это я уже немножко перепрыгнула на завтрашний день. Поэтому сейчас сосредоточимся на драконе, на начале матрицы, 20-дневки. И замечательным образом она у нас сегодня началась с подарков. Настолько подарок, что сегодня моя обезьянка, Марина знает, о чем я говорю, вместо того, чтобы быть антиподом, она сегодня божественно во мне раскрылась и сыграла для меня просто шикарную позитивную игру. Очень много подарков, я говорю, рок изобилия. Поэтому самое главное, наша задача открывается 20-дневка. И хорошо, что такой тон мы задали этой 20-дневки. Сегодня был итог, сегодня были подарки. И вы ощущаете уже результат того, что мы наработали за такой короткий период. Сколько изменений у нас внутри проходит. Да, чуть-чуть иногда больно, да, неприятно, но осознали, изменили, настроились на другую волну, жить по-другому, говорить по-другому, слышать то, что нужно, отпускаем, растворяем все, что нам мешает двигаться по жизни в позитиве. Я не говорю ни о каком фанатизме, не говорю ни о каком-то там конкретном, все фанаты, вот так все. Нет, мы все воспринимаем жизнь, воспринимаем и трагедию Донбасса и многих стран, но мы отстраненно только можем посылать туда свет и любовь. Но в негатив, страдания нам категорически запрещено опускаться. Еще чем хороша эта 20-дневка. Хочется в эту 20-дневку сегодня сказать: умеющий ухо да услышит. Сегодня еще рекомендации по сегодняшнему дню. В течение 20 дней
умейте слышать знаки для вас, касающиеся духовного, божественного развития, изменения жизни и что нужно изменить в себе, чтобы еще более себя ощутить в духе божественном, ощутить уже себя человеком разумным, мудрым, божественным. Вот, поэтому не только глазки, но и пусть открываются ваши сегодня внутренние ушки, потому что иногда физическим ушком мы не слышим, а у нас еще есть сакральное ушко энергетическое, где мы можем услышать. Бывает, знаете, когда достигаешь какого-то результата или вибрацию, и небеса тебе показывают, где-то колокольчики вы услышали. Бывает такой, у меня вентилятор включен, да, и лежу, а из него прям из этого вот гула мотора мне льется классическая музыка. Ну, это просто кайф. Кто иногда это ощущал, тот понимает, о чем я говорю. Или где-то вы услышите детский смех, или что-то будет вам на ушко, кто-то нашептывать приятные слова, или нужные тайные знания, или нужное направление. Поэтому ваши сейчас ушки в день кристаллического дракона внутренне активируются. Так что получайте все еще внутренний подарок. Для Наташечки Мартыновой она сегодня не заметила подарков, но скоро ее Настя, дочка, начнет совсем другой жизненный путь. Она наконец-то доразвяжет свои ненужные узелки, и у нее совсем подтягивается другая судьба. И Наталочка сегодня пропустила эти подарки, она просто на них не обратила внимания. У тебя их было 3. Потом просмотришь, что это. Во-первых, это было сегодня хорошее настроение. Что-то по пути тебе попалось такое интересное, на что ты не обратила внимания. Ну, это потом она учится только, наблюдает все. Поэтому вчера мы еще говорили о том, что что такое, чтобы быть в духе. Да? Первая наша ступенька быть в духе – это пример всех святых, великомучеников, пример Иисуса Христа. Это покаяние и молитвы, это всегда быть в духе. Но тот, кто не в знаниях матрицы, а кто в матрицах знания, у нас еще больше нам дают фору. Мы не только здесь можем быть в духе каждый день, а мы можем быть в моменте здесь и сейчас, в поле творения, в поле вечного настоящего здесь и сейчас, в поле Творца. И это возможность, когда мы настраиваемся каждый день пальчиком своим, быть всегда не только в духе, а здесь и сейчас. Утром встали, настроились, все, у вас гармония, у вас настройка, и все, которые экзамены вы должны сдать перед Богом, что отработать и какие моменты по покаянию пройти, все это у вас подтягивается и срабатывается довольно-то в щадящей форме. Очень хорошо наша матрица творения. Но молитва, конечно, в первую очередь. Поэтому кристаллическому дракончику низкий сегодня поклон. Низкий поклон 12-му тону за то, что, знаете, как говорится, вот, как бы вам сказать, вот когда долго трудишься, иногда бывают моменты маленького отчаяния, бывают очень моменты сильной усталости. А вот сегодня настолько подытоживание этого всего и разворот на 90 градусов, сегодня у всех разворот на 90 градусов произошел. И новая волна развития нас ждет впереди. Почему? Потому что завтрашние дни у нас ик, да еще с 13-м тоном космическим, с тоном луча Творца. И на что хочется обратить внимание. Умеющий ушко да услышит, чтобы потом слова наши лились как бы рекой. Вы знаете, сегодня я была в офисе Авроры, и неожиданным образом заглянула ко мне в дверь девушка, она, кажется, соседка по рисованию, на рисовальный кружок открыла, как включилась у меня обезьянка, как включился вот этот вот творческий поток.
В итоге настолько девочка сразу с мужем зашли в кабинет, подписались, еще прокупили продукт. Для меня сегодня был, это сногсшибательный просто результат. То есть умение через слова себя показать, себя раскрыть, донести нужные слова, ничего лишнего, только с позиции позитива, только с желанием помочь человеку оздоровиться, только с благословением. Вот эти вот наши волшебные уста помогут нам волшебным образом развернуть нашу жизнь более в качественном смысле. Ненужные люди уйдут, нужные, более качественные, энергетически, духовно в вашу жизнь просто вольются, потому что через то, что мы проходим сейчас покаяние, молитвы, кто-то читает знания, кто-то стремится к знаниям, все это в вас уже как в матрице вашей ячейки уже отображается. Вы можете уже качественно разговаривать, качественно преподносить себя, свой внутренний материал, то, что вы накопили, то, что вы преобразовали. Потому что иногда правильная речь, правильные слова, правильно поставленные предложения – это связь вашего речевого аппарата с вашим сердцем и с вашим ментальным полем. Вот когда задействованы эти триады, то для вас открываются потоки, для вас открываются двери. Вы можете решить легко и просто в любой организации все свои вопросы. Сможете, не доводя до каких-то вспышек в отношениях, легко, коммуникабельно, тактично, с умением конфликтовать, разрешить все свои семейные вопросы с детьми, с мужем. Главное, не доводить себя до кипения дракона, чтобы шлава изливалась, а все разрушалось, не доводить себя словами, завтра у нас белый ветер, не доводить ни себя, ни человека до состояния кипения или шторма, разрушения, ветром, когда все разносится, а когда льется приятный ветерочек, ассоциация вашей речи, когда приятно льются ваши мысли, когда льются из души нужные слова и информация для вас и окружающего мира. Поэтому слова могут открыть все закрытые перед нами двери, все перекрытые у нас потоки. Это все можно легко открывать. Когда мы в благодарности, мы сейчас уже настраиваемся на завтрашний день, когда мы в благодарности к благам земли, когда вы благодарны самой земле. Я сегодня от матушки земли получила столько даров, я просто в восхищении. Я сегодня осуществлялась маленькой девочкой, которую вчера подбрасывал отец, и сегодня мама его одаривает приятными подарками. И тогда вы, как человек на земле, преобразуетесь. И если наш человеческий ум чего-то не достигает, у него есть потолок, то вы выходите уже на уровень человека разумного. Это совсем другое качество энергии, другое состояние души, другое состояние вообще мысли в голове и окружение вокруг нас. И у нас замечательно есть возможность сейчас, сегодня сказать благодарность слова нашей Матушке Земле. Матушка Земля, красавица моя, я благодарна Тебе за то качество жизни, которое Ты мне даешь, за здоровье, за энергию женщины, за те дары, которые я могу вкушать на Матушке Земле, за те красоты, которые я могу любоваться на Матушке Земле. И когда Матушка Земля окружена Духом Божественным, это наше чистое небо, это звезды, созвездия, Млечный Путь, солнышко, это луна. У нас появляется истинное богатство. Мы настолько богаты, что к нам подтягиваются тогда уже и материальные богатства,
И мы тогда к ним не привязываемся, чтобы не страдать из-за того, что мы теряем. Оно к нам приходит легко и просто. Главное, что мы были верны одному нашему намерению и одной нашей цели. Высшее счастье мое на земле, цель всей моей жизни. Любовь к Тебе, Отец Небесный, любовь к Тебе, Матерь мира и луч Творца, осознание здесь и сейчас, поле вечного настоящего сейчас помогает нам в этом. Есть присутствие в движении, к совершенствованию моей цельности. Я есть хрустальная ясность пустоты. Я есть источник жизни, вечный поиск. Я есть между тем, что было, и тем, что будет, для снов вещих пророчества. Я есть гибкость. Ангелы света и любви открывают мне горизонты истины. Пусть естественным образом идет во мне трансформация тела и восстанавливаются утраченные спирали христоцельности. Истинно так было, истинно так будет, здесь и сейчас. Наша цель – формирование воли, намерения, присутствия. И наш великий призыв – «Я есть, отдающий сердце души своей в руки творящего Бога. Я есть безграничность Духа Света. Я есть изобилие счастья. Я есть благодатная радость. Я есть истинная любовь Творца. И да будет так. И это так и есть в поле вечного настоящего здесь и сейчас. Да пребудут с нами всегда потоки божественного присутствия, божественной любви, присутствия Духа Божественного в нас. И в нас открываются потоки осознанного присутствия, божественного присутствия. И у вас я сейчас вижу и ощущаю наполненность вашей ауры, наполненность энергетических тел, как воздушный шарик, который наполнился до предела, как будто кто-то вас вдул, этот Святой Дух, это святое присутствие у вас оно сейчас есть. И если вы можете прислушаться своим сердцем, вы ощутите это божественное присутствие внутри своего сердца и вокруг себя, как будто огромные крылья розово-фиолетового цвета обнимают вас эти крылья, давая как человеку разумному и божественному существу особое одеяние, которое имеет аромат, свет и вибрации. Я сейчас вижу, насколько вы все сейчас преобразовываетесь. И это великий подарок от божественных сил, от божественного дома, от нашего Отца Небесного и Матери мира, от Матушки Земли и Лилит, от стихии огня, воды и ветра. Вы можете это ощутить и сегодня, и ночью, и завтра, и через несколько дней. Но то, что волшебным образом сейчас происходит в вас, останется в вас. Пока вы развиваетесь, пока вы дышите матрицей творения, своей любовью к Творцу. Это останется в вас как дар, умение слышать. Умение слышать себя, близкого родного человека, слышать Матушку Землю и божественные миры. И мы благодарим высшие силы за этот божественный подарок.
И вы все сейчас видите и ощущаете, как вас обнимает своими фиолето-розовыми крыльями огромный ангел. И как вам становится тепло и на душе, и в теле. И как вам стало спокойно. Легкое, трепетное, тихое счастье зазвучало в вашей душе. И у вас проявилась волшебная надежда, волшебная вера. На то, что божественный план света и любви уже присутствует на земле через каждого из нас. Так давайте же мы держать этот план света и любви через свои сердца на Матушке Земле. И да будет так. Да будет так. Да будет так. Леонид Иванович, что-то добавите? Да будет так. Или у кого-то есть вопросики? Или хочется корректировочки какую-то еще услышать? Или кто-то с чего-то недопонял? Девочки, есть какие-то вопросики? Все так замолчали, все куда-то... Может быть, вам так хорошо, я вас тормощу. Может быть, тогда мы уже спокойной ночи пожелаем друг дружку и в таком трепетном состоянии будем отдыхать. Алло, девочки, вы меня слышите? Наташа, ты не только нас